Сегодня в видео комбинированный педикюр и обзор новой педикюрной вытяжки. Привет, зрители и подписчики моего канала! Сегодня хочу вам показать свою новую педикюрную вытяжку фирмы Max. В данный момент у меня серия Ultimate. Это самая мощная вытяжка из их модельного ряда. Производитель говорит о том, что она в 4,5 раза мощнее, чем любая другая вытяжка для педикюра. Так ли это, я пока не знаю. Обязательно покажу вам ее в работе с клиентом, расскажу о своих впечатлениях. Ну а пока предлагаю начать с распаковки. Посылочка упакована отлично, все проложено пузырчатым полиэтиленом. Это дополнительный набор сменных мешков для пыли. Мягкая подножка, приятная на ощупь. Вот сама вытяжка. Она тоже упакована. Вот так она выглядит. В общем, все стандартно. В нижней части крепится мешок для пыли, там же наклеены пломбы. Кстати, гарантия на нее 2 года. А вот и подставка. В комплекте идут крепления. Подставка поднимается достаточно высоко, до 85 см. Как и положено, вместе с вытяжкой имеется сертификат соответствия, инструкция и гарантийный талон. Вот так она собирается. Крепится 4 шурупиками. Ничего сложного. А теперь покажу ее непосредственно в работе. Обрабатываю ножки антисептиком, включаю вытяжку и поехали. Снимаю старое покрытие. При снятии материала пыль хорошо засасывается в пылесос. Срезаю лишнюю длину ногтей и опиливаю форму. Отодвигаю кутикулу и вычищаю птеригий пламенем. Далее антисептиком обрабатываю стопу и беру одноразовый колпачок средней жесткости. Снимаю верхний слой огрубевшей кожи. Видно, как пыль с пяточки тоже летит в вытяжку. Вообще пылесос для педикюра сейчас так же необходим, как и для маникюра. Естественно, никакая вытяжка не может убрать 100% пыли. И чтобы пыль не попадала в легкие, используем медицинскую маску.
Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Так вы всегда будете в курсе моих новых видео. В целом пылесос со своей работой справляется хорошо и работает при этом тихо. Для тех, кого заинтересовала эта вытяжка, ссылочку на магазин оставлю в описании к видео. Далее обрабатываю пальчики, предварительно замочив их в воде на 5 минут. Остается выполнить покрытие с дизайном. Покрываю тонким слоем базы и просушиваю в лампе. Затем 2 слоя цвета, каждый тоже просушиваю в лампе. Для дизайна снимаю липкий слой с гель-лака и приклеиваю полоски. Далее глиттерным гель-лаком закрашиваю одну полоску. Просушиваю в лампе и покрываю все топом. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем спасибо за просмотр. С вами была Ирина Брилева.